пророка, которые возвещали Израилю? Амос. Иона, Амос, Иосия. Иона, Иосия, Амос. 3 пророка. Один пророк, который возвещал языческому народу. Авдий. Теперь мы сейчас говорим с вами о пророках, которые возвещали Иудеи. Какие 2 пророка мы изучили уже? Иаиль и Исаия. Хорошо, какая главная идея Иаиля? Или главная тема? День Господень, да? День Господень. А у Исаии какие 2 части? Суть и утешение. Хорошо. Итак, Исаия был единственным пророком, который слишком много говорил о Мессии. Слишком больше всех говорил, чем другие пророки о Мессии. Ну, все говорили в какой-то мере, касались Мессии, но именно Исаия больше всех говорил пророчество о Мессии, чтобы вы это понимали. Хорошо. Следующий наш пророк – это Михея. Он был современником Исаии. Это можно записать. Когда смотришь на материал Исаии и Михея, такое впечатление, что они как были 2 друга. Или же за одной парой сидели. Вот такое впечатление, когда читаешь вот их материал. Но они же в одном время были. Они были похожи в материале. У Исаии просто было много материала, да? У Михея всего лишь только 8 глав. У Исаии 66 глав, то есть 8 раз Исаия больше написал. Но просто я говорю сейчас о том, что Михей, он тоже говорил о разрушении Северного царства, он говорил о суде над Иудой, он говорил о будущем остатке, что Господь благословит, и он говорит о завете Давида. Помните, я подчеркиваю, что завет Давида относился к тому, что царствование будет вечно. То есть на престоле будет вечно сидеть, на престоле Давида. И все это будет вести к тому, что будет Царство Божие. Поэтому представьте себе ситуацию. Израильтяне, они вот в таком стесненном положении политическом. Ассирийское войско захватывает, они теряют, по сути, все. Потом Иудея тоже в ужасе и страхе, что вот то же самое будет с нами. И вот Михей говорит, не будет с вами. Потому что на основании Давидова завета все будет хорошо. Понимаете, то есть, когда он пишет именно о царе, да, что царь родится в Вифлееме, он будет владыкой Израиля, и предела ему владычества не будет. То есть мы, конечно же, говорим, это в Иисусе сказано, он родится в Вифлееме. Но тогда им не важно было, кто это будет Иисус. Для них важно, что это слово было обетованием и утешением. Поэтому если мы читаем, например, Михея 5 глава, со 2 стиха, то как раз это красиво показано, это утешение. Смотрите. 1 стих. «Теперь ополчились, щери полчищ, обложили нас осаду, тростью будут бить полонить судью Израиля». То есть показывается, что вот бедствие, да, возле ворот, осада, есть проблема, короче говоря. Но во 2 стихе написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, и из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение излучало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до края земли». Они это понимали как вот обетование сейчас, что ассирийцы нас не захватят, все будет хорошо, мы будем безопасны. Но понятно, что Михей, как я уже говорил, в плане телескопическом, да, он говорил утешение для окружения своего, также пророчество на будущее он говорил. Интересно даже по поводу пророчества на будущее, посмотрите, он говорит о Иисусе, что он родится в Вифлееме. Об этом Матфей подчеркивает. Дальше написано в 3 стихе: «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их».
То есть здесь говорится о том, что весь Израиль соберется в одно, это будущее, да, что будет как один народ. Дальше смотрите. «И станет он и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа, Бога своего. И он будет великим до края земли». Это уже вопрос тысячелетнего царства. Что все признают его величие. И он полностью будет везде господствовать, и везде будет царство. То есть не просто царство в сердцах, а здесь говорится о политическом царстве. Потому что написано: «И будет он мир, и когда Ассур придет на нашу землю, и вступит», и так далее, и так далее. То есть интересно, да, что он говорит: «И будут они пасти землю Ассура». То есть Ассур, ассирийцы придут, в общем-то, что и было, да, когда, помните, он Езекииль говорил: «Не переживай, молись, все будет хорошо». И он говорит, что Ассур придет, а на самом деле именно этот царь, наш царь, который в нашей земле родится, он будет потом пасти этого Ассура. То есть интересно смотреть, как Исаия описывает как раз тот момент, что хотя есть бедствие, но есть и утешение. То есть Михей. Хотя есть бедствие, но есть и утешение. То есть вот только в этом ключе нам намного легче воспринимать пророков. Потому что он говорит как раз о Давидовом завете, что он не будет упразднен, но будет царство его установлено навсегда. Поэтому Михей и Исаия, они похожи, потому что они двое воздействовали на Езекию. Они двое воздействовали на тот народ, который был в стесненных обстоятельствах от ассирийского царства. Следующий пророк – это Наум. Наум. Михей и Исаия, двое воздействовали на то, чтобы утешить народ Божий, что они не будут захвачены ассирийцами. То есть они вдвоем воздействовали на то, чтобы они держались Господа. И Езекииль держался Господа, и народ держался Господа, чтобы они могли поститься, и Господь на основании этих обетований обязательно спасет. И он действительно спас. Поэтому это было пророчество очень утешительным пророчеством. Нам сейчас это как бы пророчество о Мессии. И мы рассматриваем это пророчество только в контексте того, что Матфей нам сказал. Но когда вы поймете ту атмосферу, вот, те эмоции, те страхи, те переживания. Вот, знаете, это как я приехал на Донбасс, и там они говорят: если вам посчастливится, услышите громы, взрывы, то, что там будут взрывать. Правда, не надо мне этого счастья. Если вам посчастливится, то вы услышите. То есть каждый день там уже не бомбят? Сейчас начали бомбить. Да. А тогда не бомбили. Когда я приехал, то не бомбили. Они говорят: если вам посчастливится. Но на самом деле, когда спрашиваешь этих людей, жутко, страшно, да, эти состояния, как написано там, самый храбрый, ужаснется. Поэтому на войне все становятся верующими, все начинают молиться, все смиряются, исповедуются, там именно на войне. Потом, когда война закончилась, но бой закончится, и начинают квасить. Не снимай стресс. Как ты перед этим сказал, что когда приходит Святой Дух, тогда с этим приходят разные устрашающие события. Вот, видать, Святой Дух куда хочет прийти, и параллельно приносит и ужасы. Иначе люди не открыты будут. Исаия и Михей, они были до ассирийского пленения, да? И во время. Но их книги, и после чуть-чуть. Но они писали эти свои книги как утешение до ассирийского пленения. Да. Или во время ассирийского пленения. Потому что я уже сказал, что Израиль, он ассирийцам был уведен. Но им этого было недостаточно. Они пришли в Иудею, чтобы иудеи увести. Но тут встретились они с благочестивым Езекиилем и с двумя пророками, Исаия и Михей. И до, и во время, ассирийского пленения. Хорошо, так что вы понимаете, да, что все пророки, они служили в какое-то историческое время. Не понимая исторического этого контекста, мы, в общем-то, не поймем вообще пророков. Поэтому мы вначале говорили о истории, о разных событиях в истории, в царствах, праведном ином. И теперь уже мы говорим о пророках, потому что пророки были вот в этой истории царей, истории тех интриг политических и так далее. Хорошо, идем дальше. Следующая книга пророка Наума. Интересно, что эта книга описывает бедствие Ниневии.
Ассирийского царства. Но целью этого пророчества было воодушевить иудеев. Напишите слово «воодушевление иудеев». Опять же, как и с Авдием, который воодушевлял иудеев, что Бог накажет языческий народ, так и сейчас. Кто еще из пророков говорил относительно Ниневии? Иона. Иона говорил как бы милость в какой-то мере. То есть он говорил суд, но вам будет милость. Здесь же вся книга, вся абсолютно книга посвящена суду и бедствию Ниневии, Ассирийского царства. Даже там, если быть очень внимательным, очень аккуратным, смотреть, то практически идет повествование до мелочей, как это все произошло. То есть наводнение, когда произошло, там, когда увели русло реки, там, ну и потом, когда пришли другие, вавилоняне пришли в этот Ниневию, разрушили, потому что на самом деле разрушить Ниневию, ну, это практически было невозможно. Потому что стены были где-то 60-70 метров в высоту, и примерно 3 колесницы было в ширину. То есть это бомба. Очень массивное было сооружение. Но если Бог сказал, что за ваши беззакония я вас накажу, и действительно, знаете, что вот эти ассирийцы, это ужасные были люди. Представьте себе, у них такой был тест, если ты хочешь попасть в армию, надо было разрезать беременную женщину. Вот таким разрезать беременную женщину. То есть для того, чтобы показать, что ты мужественный, что ты готов дальше быть в этом. То есть это такой был тест, чтобы это прийти вот в этот отряд. Где их брали эти беременные женщины? Ну, они всегда были. Пленниц какие-то. Да, пленниц, да, они так. Потом интересно, что они постоянно отрубали головы. И из голов делали целые здоровенные пирамиды. Вот такие были жестокие. Они даже... С мясом или Потом они эти даже головы вешали на шее. То есть они очень были жестокие. И поэтому иногда, в общем-то, Иона не хотел обойти, его можно было понять. И когда Наум говорит эти пророчества, то действительно жестокость была просто неимоверная. Поэтому Бог и сказал, что за эту жестокость, за это беззаконие, за это я вас накажу. И причем такое было жестокое наказание, что Ниневия больше никогда не восстановилась. Никогда. Она до сих пор, это мертвый город, то есть Бог проклял, и она до сих пор остается грудой развалин. Да, там происходят раскопки, там еще вот эти все стены, ну вот есть, да, в справочниках есть фотографии всего этого, но он об этом говорит. То есть, смотрите, было время помилования, а теперь уже время суда. То есть, если Бог говорит, что я вас покажу за беззаконие, то я значит накажу. И в общем, через больше 100 лет он это исполнил. Так что книга Наума это было грозное послание. Но, опять же, возвращаясь к тому, что целью этого пророчества было воодушевление иудеев. Потому что когда они видели, что Бог справедлив, они ободрялись, что Бог, Он сегодня справедлив. Вы знаете, для нас это очень сложно понять, как это других наказываешь, а ты радуешься. Но помните, в Писании, в Откровении написано, вот эти души убиенных, мученых, они молят, о чем молят? Господи, доколе ты не судишь? Доколе ты не изливаешь гнев свой на эти народы? Слушайте, что вам? Вы же там радуетесь жизни, вы на небесах, там, ну все хорошо у вас. Зачем столько гнева? Оказывается, в присутствии Божьем, особенно в заветных отношениях, гнев – это часть от той справедливости. Вообще любой гнев основан на справедливости. Просто проблема в том, что мы иногда не понимаем, что справедливость, поэтому мы гневаемся. Например, кто-то покушается на твое имущество, например, или покушается на твою свободу, или на твою территорию жизни покушается, и ты начинаешь сразу гневаться. А почему? Потому что он основан на справедливости. Ну, не всегда основан на справедливости. Просто проблема в том, что мы не понимаем всегда, когда мы должны оставить эту справедливость, на то, что Бог эту справедливость сделал. Поэтому любой гнев, он
является, ну, давайте скажем так, вообще гнев, как сама эмоция, исходит из природы Божьей. Потому что Бог гневается на самой справедливости. Просто на самом деле Библия говорит, что оставьте гнев, суд дело Божие, потом оставьте, пусть Бог гневается, пусть свой не зальет. Но когда мы находимся в Божьем присутствии, и когда Бог говорит, что я изолью гнев, тогда гнев, в общем-то, оправдан. Хотя интересно, что Мартин Лютер, он говорит такую фразу: когда я гневаюсь, я больше молюсь. То есть он использовал эту фразу в контексте, когда нет несправедливости с этими индульгенциями, он просто не мог терпеть, как это они продают это спасение, как они, как Бог хочет даром на спасение, а они покупают там. Вот мы рассуждали на тему гнева, и что мы имеем право на гнев, в том плане, что как любая несправедливость вызывает у нас ответную реакцию, но мы не имеем права на суд. То есть суд – это прерогатива Бога. Но мы часто не можем эту границу, и мы начинаем гневаться и судить человека, что он достоин того-то, того-то, но мы не имеем права. То есть даже Павел там Римлянам пишет, что мы должны отмещение оставить Богу. Да. То есть суд оставить Богу. Да, совершенно верно. Да, поэтому сама эмоция гнева, она нейтральная. Весь вопрос, что дальше я делаю с этой эмоцией. Вот здесь уже может быть не нейтрально. И если она, гнев против несправедливости или меня там задели, мое самолюбие, то есть это что же может быть не какая-то там несправедливость, а на самом деле мое самолюбие задели. Но просто я неправильно воспринимаю эту тему справедливости. То есть гнев, реакция гнева – это то, что кто-то посягнул на мою территорию, или на мою интеллектуальную территорию, или на мою эмоциональную территорию, или на мою физическую территорию, или на мою территорию, и так далее. То есть просто мы неправильно воспринимаем эту справедливость. Вот поэтому у нас, опять же, что Библия говорит? Гневность не совершайте. То есть размыслите на ложах ваших и утешитесь. То есть, когда мы размышляем, мы понимаем, что, слушай, не все так плохо на самом деле. Зачем не гневаться? Поэтому гнев, как эмоция, она не может быть долгое время. Хотя некоторые народы на генетическом уровне очень много гневаются. Это кавказские народы, эти все горные народы, они могут гневаться. Ладно. Они входятся сильно от солнца, близко находятся от солнца. Или когда Библия говорит, гнев не творит правду Божию. То есть при гневе я могу не творить правду Божию. Могу творить, а могу не творить. И дела плоти тоже гнев. Если я не успокоюсь, то моя плоть просто возьмет этот гнев на вооружение, и я могу кричать и визжать. Еще написано, что глупый гневается. Короче, лучше ничего не делать на эмоциях. Стараться. То есть нам не нужно каяться за эту эмоцию, нам нужно каяться за поступки. За эмоцию, я думаю, нам не нужно каяться. Потому что эмоция – это естественная реакция. Кстати, именно эта реакция и является тем барометром, тем сигналом, что что-то не так. То есть что-то не так. И поэтому, когда я эмоции, я могу спуститься ниже и узнать, что именно не так в моей жизни. Почему это воспроизвело у меня вот такие бурные эмоции. Ладно, это хорошо, это отступили от темы. Ничего. Вернемся к Интересно. Да, вернемся к тому, что Наум говорил о Божьем гневе для Ассирийской империи, для Ниневии. И полностью подробно описал тот суд, и то бедствие, и то разрушение этого города и этой страны. Так что, чтобы вы понимали, если будет в экзамене у вас вопрос по поводу Ниневии, разрушения, суда, то вы знаете, что Наум, он тот. А что он написать надо? Ассирийской. Хотя долготерпение Божие допускает существование Ассирийской империи, но в будущем она будет уничтожена за жестокость, проявленную ассирийцами по отношению к своим жертвам. То есть Бог допускает, но до времени. Это идея. Может, я пропустила, когда он жил и писал? Он писал, если Ассирийская империя, она разрушилась примерно 620 каком-то году, я уже не помню всех нюансов. Да, 620. В этой книге же есть все. Есть, да. У нас просто пособие, я не помню, я знаю, мы должны знать ключевые даты. Ключевые
из-за которых все, в общем-то, мы ставим в хронологическом порядке. А вот эти нюансы, это, конечно, нюансы. Да. Но, опять же, он писал, по сути, после уведения в плен ассирийский Израиля и перед Вавилонским пленом. То есть, получается, примерно в 620 каком-то году. Так, примерно. Хорошо, следующий пророк. Софония. Софония. Да, опять же, пророк очень строго обличает иудеев и другие народы. Почему иудеи? Потому что Израиль ушел уже в плен. Остался один. Иудея осталась одна. Поэтому Софония, он пророчествовал после разрушения Самарии, то есть после введения в плен. То есть это примерно тоже где-то 700-й год, 680-й год примерно, где-то примерно так, в этом районе. Кстати, интересно, что Софония имел значительное влияние на молодого царя Иосию. Вам нужно записать слово Иосия, да, имя. Интересно, что контекст его служения был следующим. Царь Иосия получил книгу закона. Ее нашли. Представьте себе, как она была далеко спрятана. Что нашли, когда начал читать, он думал: Боже, ты скоро накажешь народ свой. Он пришел к пророчеству, потому что там были такие большие бедствия, когда мы читаем книгу Второзакония, смерть, увели в плен и так далее. И когда он пришел к пророчеству, пророчество говорит: не в твое время. Я видел твое раскаяние, твое смирение, твое сокрушение, не в твое время. И тогда этот Иосия начал обходить города, начал призывать каяться, исповедоваться, очищаться, исправляться, убирать идолы. И поэтому Софония очень сильно подействовал на этого царя Иосия, очень сильно. Потому что когда он говорил этим людям, что надо каяться, люди не хотели каяться. Софония говорит: когда будет суд для вас, день Господень, гнев Божий будет на вас. И именно на вас, на иудеев. Они думали, что Господь не делает им добра, ни зла. То есть они думали, что для других народов да, другие народы Бог накажет, потому что они язычники. А Бог говорит: и вас накажет. Кстати, я тоже думаю, что на сегодняшний день одна из проблем протестантского богословия, что мы думаем, что суд дело будущего, что мы на суд не придем. И это факт, что перед Белым престолом мы не будем. Но дело суда — это всегда не какое-то статично, одновременно. Бог все время творит свои суды. И поэтому, как говорил псалмопевец, я рассуждаю о твоих судах, я воспеваю твои суды, я принимаю твои суды. Бог все время проявляет свой суд. И даже на протяжении жизни человека. Давайте пару примеров. Апостол Павел говорит: скорбь и теснота всякому человеку, делающему злое. Во-первых, иудей, потом елены. Эта фраза, он говорит, скорбь и теснота, в контексте суда. Поэтому если в твоей жизни скорбь, теснота, если в твоей жизни безвыходность какая-то, это время Божьего суда. Или когда Петр говорит, например, он говорит такую фразу, как время начаться суду с Дома Божия. И мы говорим: это время уже суд будет с верующими. Но это касается в 4 главе в контексте страданий, которые верующие переживали во времена Нерона. И поэтому, когда он говорит, суд с дома начнется, имеется в виду, что верующие пострадают, физически пострадают от гонений Нерона. И написано в Евреям, что Бог, как любит, его наказывает. И если вы сами законорожденные, то Бог вас будет наказывать. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Но есть мнение, что мы в своей жизни, Бог сейчас не, вот так вот, как во времена до прихода Иисуса Христа, что евреи согрешили проказы, еще какая-то болезнь, духовная какая-то проблема, Господь тебя наказал. Что сейчас Господь так не наказывает, а мы просто терпим последствия своих грехов. То есть мы как не то, что Бог сверхъестественно что-то нам посылает. То есть мы что-то неправильно делаем, неправильно, и мы потом
разгребаем последствия. Но интересно, это такой рационалистический подход, что Бог палка не бьет, поэтому проблема сам виноват. Но евреи так никогда не читали. Я думаю, что апостолы тоже так никогда не читали. Они считали, что все эти трудности, бедствия, это потому, что Бог активно участвует в твоей жизни. Волос не упадет без воли Его. Поэтому, с одной стороны, конечно же, есть причинно-следственные связи, закон такой, но все равно я вижу, что абсолютно все, что в нашей жизни происходит, это активная роль Бога. Ну, а с другой стороны, мы Иова изучали, что даже если твоя жизнь, страдания, бедствия, это не значит последствия греха, не значит, что Бог тебя наказывает. Да, нет. Совершенно верно. Совершенно нет. Смотрите, что во времена Иова Бог активно вмешивался в жизнь Иова, допуская. Нет, с другой стороны, он же здесь обличает, то есть здесь есть причина. Он же не беспочвенно говорит, конечно, у вас грехи, просто вы страдаете. Да. Ну или вот Коринфяне, да, сегодня в вечере, да, было, и я тоже говорю, смотрите, братья и сестры, 11 глава Коринфяне написано, если бы мы судили сами себя, то не были осуждены с миром. Будучи судимы, наказывались и Господом. А как можно определить, что я судим, наказываюсь Господом? От того из вас многие больные, немощные и немало умирают. Вот критерии именно Божьего наказания. Поэтому, когда в нашей жизни бедствия, темные обстоятельства, когда внутренний хаос, депрессия, агрессия, то это определенный как бы Божий суд в какой-то мере. Потому что суд в Священном Писании имеет, будем так говорить, двоякое значение. С одной стороны, это будущий такой эсхатологический суд, с другой стороны, это когда Бог наказывает нас за наши поступки. Потому что если мы Его народ, то Он не может нас не наказывать. Тогда мы не будем Его народом, не будем Его детьми, если нас не наказывают. Мы все время Богом наказаны. Поэтому не надо смотреть, что заболел. Почему я заболел? Или не могу жить с теми людьми. Почему я не могу жить с теми людьми? Или в моей жизни вот такие бедствия. Почему? Знаете, когда мы задаем вопросы, туда мы пускаем Бога в эту ситуацию. А когда мы не задаем, говорим, да пусть само собой решится, само собой все пройдет, все нормально. Но когда мы будем брать Божьи уроки. Потому что когда Бог активно вмешивается в жизнь человека, то это для того, чтобы мы взяли уроки и поступали по-другому. Даже кто-то скажет, я смиренный человек. Но интересно, что Софония говорит, в защите Господа все смиренные земли, 2 глава 3 стих. В защите смиренные мудрые. Момент, как говорится, зачем им взыскать? Они и так уже в смирении. А он говорит, в защите смиренные мудрые. Не будет крайностей. Я прищемил палец в дверьми. Болит, очень болит. Там первые несколько часов и больше. Почему я прищемил? Не будет таких вот крайностей? Почему это произошло со мной? Или еще что-то? Ну, мне кажется, что учитель мудрости не свой палец в дверь. От всего может быть крайность. Конечно же, от всего может быть крайность. Просто я хочу, чтобы мы на основании Софонии подумали, что бедствия, которые в жизни людей, это для того, чтобы мы могли задуматься. Понятно, что если я уронил стаканчик, слушай, что ж Бог мне хочет сказать? Понятно. Тут просто невнимательный ты и все был. Но я сейчас говорю о общем процессе. Хорошо, она, получается, это на земном уровне, а на небесном там уже не будет, получается, да? Не будет что? Суда, то есть грядущего. Мы, конечно же, на суд не приходим, потому что мы избавлены от того белого престола, потому что... Будет два суда, в Откровении говорится о двух судах. Даже больше. Даже больше. Ну да, но как бы есть суд, на который мы точно не придем, потому что мы уже... Суд Христов будет, да. Когда мы будем... С Иисусом. Мы, наоборот, мы будем судить других, не да. потому что мы будем сидеть... Да, а есть суд дел, то есть что ты в теле... что ты сделал в теле доброе или худое. То есть мы все равно какой-то суд будем проходить? Или вот этот суд, что мы сделали доброе или худое, мы проходим сейчас? Ну, опять же, смотрите, есть эсхатологический аспект суда, это вопрос будущего, да, когда мы предстанем перед Господом. А есть Божьи суды, которые на протяжении нашей жизни. Вот, например, некоторые люди говорят, что Донбасс сейчас постигли Божьи суды. И многие верующие говорят, действительно, сколько там было беззакония,
что... Да ладно, Приднестровье уже стерли с лица земли. Ну, Приднестровье была война, мы помним А это. сейчас что думаешь, что... Нет, однозначно, Бог просто терпит. Бог просто терпит. Он очень долготерпеливый. Знаю, что там много богатых людей, это потому что промышленный район, что вот Кристина Великаненко, она с Донецка, и она говорит, я не знала, что такое 90-е годы. Мне вот Игорь рассказывает, как тяжело было, как пшеничную кашу варили, там, ну, такие вещи. Вот мы с Димой застали этих, мы маленькие были, но Димина мама рассказывает, как она из манки делала икру рыбью, поливала юшкой, там тоже это делали. А Кристина Великаненко говорит, я не знаю, о чем вы говорите, у нас всегда было очень хорошо, у нас всегда был достаток, мы ели колбасу и все остальное. То есть я понимаю, что это всегда был очень процветающий и доходно, там много богатых людей, поэтому где богатство, там, наверное, часто беззаконие. Да. Ну, просто вы должны понимать, о чем я сейчас говорил, что те многие бедствия, которые происходят в стране, в церкви, в семье, в личной жизни, могут быть Божьими судами. Это просто мы можем это так написано в Библии, что и с этой точки зрения тоже можем смотреть Божьи суды. Но интересно, что когда мы говорим об этой теме Божьих судов, то всегда есть милость, всегда есть обетование. Поэтому, когда мы читаем книгу Софонии, то последние главы говорят благословение, что Господь праведен, что тогда опять отдам народу уста чистые, чтобы все призывали имя Господа, 3 глава, 5 стих. И в тот день, 11 стих, не будешь сравнить себя всякими поступками, какими ты согрешил, ибо я тогда удалю среди твоих честающих, не оставлю среди тебя, и так далее. То есть остатки Израиля не будут делать неправду. То есть в любом суде, который Бог посылает, всегда и всегда надежда. Вот в этом есть благословение и уникальность пророческой литературы, что в конце всегда будет какое-то утешение. То есть Бог, когда наказывает, Он милостиво наказывает. Когда Он шлепает нас, Он показывает светлое будущее, что можно измениться. И интересно, что когда Он говорит о благословенном будущем, Он основывается на Авраамовом завете. Когда Он их наказывает, Он основывается на Моисеевом завете. То есть наказание основано на Моисеевом завете, благословение основано на Авраамовом завете, потому что Авраамов завет, он безусловный завет. И поэтому Бог сказал, что благословляю, благословлю тебя, размножаю, размножу тебя, и будешь ты благословение, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Делаем перерыв. Перерыв делаем на обед. На обед. И потом продолжим мы с вами дальше. С вашего позволения. Ну что, поставите камеру, когда перерыв? Ты знаешь, на стоп камеру? Камеру ставишь на стоп?